Шел 2009 год. Для 10-летнего мальчика, которым я был тогда, этот год оказался крайне запоминающимся. Тогда вышло 3 произведения, которые оставили в моей голове колоссальное впечатление. Это были «Каролина в стране кошмаров», «Рождественская история» и «9». Все эти 3 произведения стали для меня неким краеугольным камнем. Впервые в своей жизни, смотря мультфильмы, я видел не просто анимационные картинки, а нечто большее. Тогда я не смог понять, что значит это большее. Но они казались совсем не такими, какими я привык видеть мультики на то время. В них было что-то, чего не было в мультфильмах, показываемых по телеку. Мало того, что они были неестественно жуткими для 10-летнего мальчика, и признаться, я не смог досмотреть некоторые из них до конца в то время, так еще и в них была какая-то идея. После просмотра этих мультов, во мне не оставалось ничего, кроме четкого сознания того, что я вернусь к этим произведениям через какое-то время. Возможно, через 5 лет или 10, но вернусь. Мультфильм 9 крайне странным образом отпечатался в моей голове. Я абсолютно не помнил, что там происходило, но у меня было какое-то смутное ощущение, что в нем что-то есть. Вполне вероятно, это произведение оставило и у вас подобные воспоминания. И сегодня мы попробуем вспомнить все. Я искренне не люблю, когда видео называют подобным образом, поэтому сразу скажу, что этот ролик основан на моем собственном понимании фильма, и плюс то, что я изучил в интернете на эту тему. Приятного просмотра. Мультфильм 9 вышел в 2009 году, 9 месяца 9 сентября, и подобный символизм встречается довольно часто на протяжении всей картины. Мультфильм был спродюсирован Тимуром Бекмамбетовым, имя которого вы вероятнее всего слышали. И на удивление, 9 вышел достаточно хорошим произведением, в котором лично я нашел много интересных идей, которые мы сегодня попробуем затронуть. Кстати говоря, русская версия мультфильма несколько отличается от версии, показанной во всем мире, поэтому говорить я буду исключительно за эту версию. Для тех, кто не помнит, фильм начинается с того, что нам рассказывают о том, что люди создали некий искусственный интеллект, который по итогу уничтожил все человечество. Да, довольно-таки обыденная тема для обсуждения, учитывая, что человечество вот-вот реально создаст искусственный интеллект, или возможно уже создало, но не суть. Как может показаться на первый взгляд, фильм выдвигает идею того, что наука это возможно не очень хорошо, что люди лезут в дела божьи и прочее. Мы не должны этого знать. Все беды от знаний. И признаться, на протяжении всей картины действительно прослеживаются некие размышления по поводу противостояния науки и религии. Но, как потом окажется, фильм отнюдь не говорит о том, что наука это плохо, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас вот о чем. В картине главный герой оказывается в неизвестном для них мире и пытается понять, что там вообще происходит. И вам ничего это не напоминает? Например, нашу жизнь. Мы появляемся в каком-то непонятном мире и пытаемся понять, что тут происходит и что нам вообще делать. Главный герой мультфильма 9 все 70 минут хронометража старается понять и вспомнить, что происходит и что происходило до этого. И это уж больно сильно похоже на одну идею Платона. Он предполагал, что люди рождаются уже с врожденными знаниями, которые таятся где-то глубоко в них, и всю жизнь они вспоминают эти знания. И это именно то, что происходит с главными героями мультфильма. Вообще говоря, Платон был приверженцем идеализма. Идеализм – это учение о том, что духовная составляющая жизни важнее материальной. Идеализм – это противоположность материализму. И на протяжении всего мультфильма мы видим рассуждения на тему этих двух идей. Фильм не дает нам никаких ответов, он лишь рассуждает. И вместе с главными героями также рассуждаем и мы. Главный герой под кодовым именем 9 только что просыпается в этом мире, и для него абсолютно все в новизну. Выйдя на улицу из здания, он видит разруху. Через время он встречает второго, который, по всей видимости, помнит, что происходило раньше. Второй говорит 9, что тот должен вспомнить все, чтобы спасти их. Через время на них нападает последний оставшийся в этом мире робот, и он крадет второго, а также некий артефакт. Когда 9 встречает всех остальных, он видит, что первый взял всю власть в свои руки и запрещает покидать их территории, даже если кто-то из своих попал в беду. Он говорит, что в убежище безопасно, в то время как весь остальной мир кишит неизведанностью и угрозой. И лично мне это напомнило идею из мультфильма «Моана», а именно идея о том, что нельзя покидать родной край, так как в нем безопасно, а в остальном мире возможно нет. Подобный страх преследует человечество на протяжении всей истории. Люди часто привыкают к одному месту, работе, людям и так далее, и для них что-то новое становится страшным. Также в отношениях 1 и 9 можно заметить некое противостояние материального мира и чего-то высшего, что бы это ни значило. На протяжении человеческой истории до определенных годов было сильное противостояние между людьми науки, которые пытались разгадать ответы на главные вопросы человечества, и правителями, которые чаще всего были приверженцами какой-либо религии, обычно христианства.
Первый пытается управлять всем положением. Он не признает науку и не позволяет узнать правду об этом мире. Это похоже на то, как в нашем мире сжигали еретиков, которые подвергали сомнениям их догму. Девятый будто бы олицетворяет Коперника или Галилея, которые подвергали сомнению учения Птоломея и Аристотеля. Первый же выглядит этаким папой римской Урбаном VIII, который пытался задавить Галилея. Девятый и пятый идут на спасение второго. Там они встречают седьмую, которая помогает им справиться с роботом. Но через время девятый делает странную вещь и запускает сборочную машину. Это тот самый искусственный интеллект, с которого все началось. Как позже оказывается, эта сборочная машина пожирает души человечков, тем самым как бы набираясь сил. Когда все становится уж сильно плохо, и большая часть человечков уже была съедена, то девятый решает вернуться к началу, к тому месту, где он появился. Там он узнает, что искусственный интеллект стал таким из-за того, что канцлер давил на главного ученого. Возможно, это является аллюзией на то, что государство прижимает ученых, не давая им должным образом выполнять свою деятельность. Мультфильм будто бы говорит нам о том, что правители сильно увлечены своей властью и готовы пойти на все ради ее увеличения. Дальше девятый узнает, что он и есть этот самый ученый, а первый является тем самым канцлером. Как выяснилось, он через алхимию создал некий прибор, который способен переносить душу человека в недушевленные предметы. Затем девятый побеждает сборочную машину и освобождает души всех человечков, тем самым давая им вечный покой. Могу с уверенностью заявить, что в мульте присутствуют многие библейские мотивы. Я всеми силами пытался их не замечать на протяжении всего просмотра, но они настолько жирные, что сделать это было невозможно. После освобождения душ человечков, 9 и 7 будто бы олицетворяют Адама и Еву, а 3 и 4 как бы выглядят Каином и Авелем, детьми Адама и Евы. Сборочная машина очень смахивает на дьявола. Она питается человеческими душами и была создана человеком, что отсылает нас на запретный плод, который человек вкусил и тем самым позволил дьяволу выйти наружу. А также первый искупил свои грехи и тем самым обрел вечность. Ведь по Библии любой грех может быть прощен Богом, любой человек может быть прощен, каким бы моральным уродом он ни был. Также, помимо очевидных библейских мотивов, в мульте присутствует просто море отсылок на различные культы и алхимию. Все книги, которые показаны в произведении, а также многие приборы, это по факту предметы, которые использовали в алхимии. Да и сам факт создания гомункула является аллюзией на работы, вероятно, самого известного алхимика Парацельса. Как я говорил ранее, первый олицетворяет правителя, приверженца некой религии или культа, который пытается держать всех в неведении и не признает науку. С другой стороны, 9, наоборот, является тем, кто противостоит догме. Победа 9 и в определенной степени поражение 1, скорее всего, олицетворяет отделение церкви от государства. Заметьте то, что после всего в живых остались только 4 персонажа, 4 единственных персонажа, которые с самого начала были против догм 1. Мультфильм 9, как и Каролина в стране кошмаров, является достаточно комплексным произведением, которое, как мне кажется, можно разбирать еще очень и очень долго, так как каждый человек, имея свой собственный бэкграунд, будет видеть абсолютно разные вещи при просмотре этих произведений. Поэтому можете смело оставлять свои мысли по поводу этого мультфильма в комментариях. А на этом мы сегодня закончим. Поставьте лайк, если видео понравилось, а также влепите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а то YouTube в последнее время добавляет все новые и новые ограничения. Ну а я пошел. Еще увидимся.